Уважаемые друзья и посетители моего канала, сердечно приветствую вас. После моего предыдущего музыкально-аналитического обзора на дуэт Димаша и Тенгри, ссылочка будет вот здесь вверху, я получил от вас очень много положительных отзывов и пожеланий продолжить делать свои обзоры на творчество Димаша. Разумеется, делать свои обзоры на такого прекрасного исполнителя я считаю для себя честью и большой радостью. Поэтому в сегодняшнем видео я хочу начать целый цикл своих обзоров на выступление Димаша в 2017 году на китайском конкурсе Singer. Это был знаковый очень конкурс для Димаша, после которого он стал известен всему миру. Не только всему миру, но и мне. 3 месяца назад я впервые познакомился с его творчеством и считаю своим профессиональным долгом отблагодарить Димаша и всех вас за то, что вы мне порекомендовали сделать на него обзоры. Итак, чтобы обзор, который я сейчас буду делать, был максимально интересен тем, кто уже неоднократно видел его выступление на этом конкурсе, а также для тех, кто впервые увидит его выступление, я хочу пригласить вас всех совершить со мной небольшое путешествие на машине времени в 2017 год, то есть на 4 года назад. Поэтому садитесь поудобнее, пристегивайтесь. Самое время подписаться, возможно, поставить лайк. Это будет меня мотивировать продолжать делать мои обзоры. И давайте мы с вами начнем. А пока вы пристегивайтесь, я вам скажу буквально пару слов о самом произведении SOS, которое будет исполнять Димаш. Оно было написано в далеком 1978 году для рок-оперы «Стармания». Это франкоязычная опера. И сама вот эта вот ария, которую будет исполнять Димаш, она очень трагична. Ее исполняет главный герой, когда он узнает, что его любимая девушка погибла, трагически погибла. И сама по себе эта опера очень непростая, а сама ария крайне сложная, потому что задействует 2,5 октавы диапазона певческого вокального, и очень мало кто из вокалистов мог бы похвастаться ее качественным исполнением. Поэтому такие известные исполнители, как, например, Даниэль Балаван или Григорий Лемаршаль, которые, на мой взгляд, прекрасно ее исполнили, так или иначе у них замечались определенные вокальные дефекты в их исполнении, потому что крайне тяжело исполнить арию, которая занимает 2,5 октавы диапазона певческого. И просто для вашей справки, если у профессионального вокалиста в наличии присутствует хотя бы 2 октавы, это считается уже хорошим достижением. Это нормальный певческий диапазон для профессиональных вокалистов, а 2,5 октавы – это уже очень большой диапазон. Поэтому, если вы готовы, то тогда начнем. Если вам будет плохо видно, включайте субтитры, они будут доступны.新年新经典，歌手新升级。您现在收看到的是全新升级，由来自原产地的经典有机奶冠名播出的全新音乐竞技节目《歌手》，我是刘烨。这是一档全新的音乐节目，全新的赛制，全新的比拼方式。但是呢，我们的歌手依然是饱含着深深的音乐诚意。接下来，让我有请到的是特别重要的人，他们是今天首发歌手的音乐合伙人，有请。Я чуть-чуть вам расскажу об этом конкурсе. Конкурс Singer – это достаточно уникальный и профессиональный конкурс исполнителей, где
его отличительной чертой является тем, что все исполнители, полностью все, то есть и сами вокалисты, и оркестр, и бэк-вокал, все исполняется вживую. И это достаточно сложное испытание для многих музыкантов и исполнителей особенно, потому что нагрузка на них ложится колоссальная. 互联网电视为歌手加油，倒计时开 Димаш 始。 вверху, в правом верху. Вот выходят наставники. Димаш. Пока наставники выходят, есть еще одна очень важная особенность этого певческого конкурса. На нем присутствуют, во-первых, только звезды. Звезды Китая. Начинающие, восходящие звезды, состоявшиеся, но звезды. Димашу предстояла конкуренция. Ему было на тот момент 22 года. Он был самым молодым участником за всю историю этого конкурса. А об его участии шли переговоры очень долгое время. Димаш приезжал на кастинг специально. И участие в китайском вот этом конкурсе иностранной звезды допускалось как исключение. И Димаш стал этим исключением. Он был единственным иностранным певцом на этом конкурсе, и за что он получил название «Темная лошадка», да, то есть неизвестно кто, неизвестно почему его включили. И публика, и сами конкурсанты не недоумевали, они хотели узнать, кто такой Димаш. Продолжим. Да, все наставники, конечно же, тоже звезды Китая. Это Сэнди Лэн, известнейшая певица. Я о ней расскажу вам чуть-чуть дальше. 好像只有我们的合伙人是女性，真幸运，福利。大家好，我们就是传说中今晚参赛歌手的音乐合伙人。那说到比赛，其实我们的心情是有点凝重的。我的心情特别凝重，我是第2次来了，还是没能一展歌喉，真的。未来一定有机会。但是说句实话，没有一颗强大的心脏是没有办法站在这个舞台上去参加竞唱的，因为我们的比赛实在是太激烈了。 从第2场开始，我们将综合2场的得票率。 Это очень важный человек. 而决定我们歌手去留的，就是在场的500位大众听审。除了第1次亮相可以唱自己的歌曲之外，之后就只有1次机会演唱自己的歌曲了。今天晚上歌手演唱顺序将由现场的500位大众听审在赛前对歌曲的期待值排名，最期待的歌曲将最后登场。 Позвольте чуть-чуть суммировать то, что мы с вами увидели. Итак, 500 зрителей, которые находятся в зале, определяют судьбу, пройдет ли конкурсант в следующий раунд, в следующий круг выступлений или нет. То есть не сами судьи, как это происходит во многих певческих конкурсах, то есть жюри решает, а здесь жюри являются 500 зрителей и слушателей, которые находятся в этом зале. Это очень сложно. Это автоматически означает, что на Димаша ложилась очень тяжелая, непростая ответственность зажечь этих 500 зрителей сразу. Он сразу должен был их покорить для того, чтобы они отдали свои голоса за него. Кстати, по статистике за него отдало 27% были отданы за Димаша, и он занял 1-е место в этом туре, в этом раунде выступлений и прошел в следующие. Это очень важно знать, то есть это очень сложная комплементарная задача, которую Димашу нужно было решить сразу. А тот наставник, которого мы видели, на китайском он произносится как Лай Лэй, на самом деле он этнический казах, зовут его Арай, и он
представитель казахского национального меньшинства, которые проживают на территории Китая, на территории северо-западного Китая. И их сейчас там примерно 1,7 миллиона казахов. То есть это очень крупное, самое крупное национальное меньшинство, которое... Это самая крупная диаспора казахов, которая находится за пределами Казахстана. И Арай стал не только его наставником, он сам профессиональный музыкант, исполнитель, он и продюсер. Для Димаша он стал не только наставником, но и переводчиком и помощником. И между собой, если вы обратите внимание, они будут говорить на казахском, что очень приятно. 而大家看到我们舞台上所有的音乐合伙人有一个很重要的任务，就是在我们合作的歌手登台表演之前，介绍歌手，同时介绍他们表演的作品。所以好好的享受，加油吧，我们的歌手，加油吧，我们的音乐合伙人们，把掌声送给我们各位。接下来有请我们第一位歌手的音乐合伙人阿来。Вот он, Лай. А, 真的特别的紧张。 Не только он очень сильно волнуется, посмотрите на Димаша. 这是我人生中第一次以这样的一个身份出现在舞台上。大家好，我是阿来，来自哈萨克族的歌手、音乐制作人。 Димаш волнуется, это видно. Очень ответственное выступление. Ему сейчас нужно выходить на сцену. Это волнение. 年龄最小的一位歌手。他今天要唱的这首歌曲是世界上最难的5大华语歌曲之一。刚睡醒吗？你对那个第一版的这个编曲觉得怎么样？ бірінші әнді мысынан жоқ өйткені менің ойымша әннің характері жоқ. 我觉得这样，Очень важная подробность. Мы сейчас на ней остановимся. 最后他能不能留下是那500个观众决定的。但是这个500个观众，其实你唱歌的时候，如果他只是安静的听，你没有让他们疯狂到站起来，没有那种感觉，你拿不到那个票。通过我们的交流，我们发现他的音乐一旦确定的风格，他是非常轴的，他会很纠结。 Представьте, молодой, никому неизвестный особо певец приезжает, ему 22 года. Ему предлагают уже готовую аранжировку, прекрасную аранжировку. И этот молодой певец говорит: нет, здесь потеряна какая-то нить, здесь потеряна какой-то характер этого произведения. Я хочу, чтобы она была исполнена, эта аранжировка переделана чуть-чуть по-другому. Нонсенс. Но Димаш себе это может позволить, потому что у него, во-первых, прекрасное музыкальное образование, и он потомственный музыкант. Он четко знает, что он хочет делать, он готов это отстаивать, и устроители фестиваля решаются пойти ему навстречу, потому что он аргументированно объясняет, что и как он хочет. Поверьте, далеко не каждому музыканту-исполнителю вот так вот могут пойти навстречу. Но когда видят, что человек действительно профессиональный музыкант, он способен аргументированно отстоять свою точку зрения, то это большой плюс и бонус. А для 22-летнего исполнителя, пожалуй, это уникальный прецедент. Кстати, скажу вам по маленькому секрету. В конце своего видео, для тех, кто досмотрит, я подготовил небольшой бонус. Исполнение Димаша произвело такое впечатление на китайцев, что они вот эту песню на французском языке стали очень активно продвигать и исполнять. И даже целый зал будет петь вместе с Димашем. Я вам поставлю этот маленький бонус, который я считаю прекрасным дополнением к окончанию этого видео. Так что не пропустите и досмотрите до конца.
但是我认为真正可以把专业做好的人一定是非常具备的。我觉得这样的人才有成功的可能性。 айқайлайтын бір жерінде ғана істейміз оны. Дейтін жерінде. Оны барабан и то басқаша қою керек оны. 这么年轻的歌手对音乐的编曲、对音乐的驾驭能力有这么好的能力的，其实并不多。而且他去过很多国家，在很多国家的歌唱比赛得过奖。他对歌曲的驾驭能力是被印证过的。 Нам важны эти подробности. Мы должны понимать, в какой атмосфере Димаш выступал, что ему пришлось преодолеть, какие сложности, какие особенности выступления. Устроители фестиваля очень боялись культурной разницы, что если она будет очень яркая и сильная, он не зажжет зал, и зал не проголосует за то, чтобы он прошел на следующий этап. Димаш пройдет, несомненно пройдет, мы сейчас это увидим. А здесь сейчас очень важные подробности вот всего того, что происходило за кулисами. Большинство тех, кто делали обзоры на творчество Димаша, эту часть упустили, а я решил все-таки ее показать. Считаю ее крайне важной. Қандай орын алсам да бәрібір маған әрбір байқауларға барғанда да сөздің шыны керек ешқашан да екінші болып көрмеппін әлі бірақ дегенмен. Я думаю, что все равно для человека, который занимал только первые места, занять второе или ниже, все-таки это психологически сложно. Но это Китай. И победить иностранцу перед китайской публикой практически нереально. Димаш займет второе место. Но для меня это будет первое место, потому что... это первое место. По-любому, потому что Димаш исполнял прекрасно. Он проиграет замечательной исполнительнице, которую я вам очень скоро покажу. Мақтаған емес, бірақ тек ең бастысы өзімнің халықтың және де мен өзімнің көңілімнен шығу керек та. Орын ол дейтін мен үшін аса маңызды нәрсе емес. 接下来让我们有请今天晚上的第一位歌手迪玛希。 А вот и еще одна очень важная подробность, которую упускаю. Из практики я вам скажу, выступать первому на сцене, очень тяжело. Крайне тяжело, потому что ты первый, ты должен сразу показать очень высокий уровень своего вокала, выступления. Кстати, скажу вам еще одну вокальную сложность, с которой сталкиваются очень многие вокалисты, когда они приезжают на другой континент, другую страну. Очень часто из-за перепада климата, из-за другой атмосферы, голос – вещь очень физиологическая. Я сталкивался с тем, что певцы теряли иногда полностью свой голос, они не могли петь, либо теряли какую-то часть. Им необходимо было очень себя реабилитировать, восстанавливать, подготавливаться к выступлениям. То есть для родных китайцев, которые будут выступать на этой сцене, или для любого вокалиста, который прилетел из-за океана, немножко разные физиологические условия комфорта. У Димаша они, несомненно, были все равно нарушены, несмотря даже на то, что он прекраснейший вокалист. Да? Это та сложность, то закулисье, о котором я вам говорю, с которым Димаш столкнулся и который он, как мы увидим с вами, преодолел. Алга. Алга. Это правильно замечено. Не могу не остановить, дорогие друзья, на этом моменте, потому что по русской пословице встречают по одежке, провожают по уму, здесь полностью работает. То, что мы сейчас с вами увидели, называется харизмой. Она либо есть у человека, у исполнителя в данном случае, либо нет. Либо человек сразу входит в эмоциональный контакт с залом, для этого он должен быть контактным, открытым, как правило, очень положительным человеком. Иначе он не зажжет публику, иначе он не получит ответный фидбэк, ответную реакцию со стороны зала. И то, что сейчас замечают все и наставники, и сами исполнители, ну и, конечно же, зал, да,
это то, что Димаш сразу вошел в взаимодействие с публикой на эмоциональном уровне. Считайте, что какую-то часть он сразу выиграл. Последующая часть – это будет то, как он будет исполнять это произведение. Это сложную арию, которую, как я уже раньше говорил, почти никто из обычных вокалистов не может похвастаться безупречным исполнением. 我觉得有点像林志炫啊。 Китайцы включили биение как бы сердца перед каждым выступлением. Очень мягкое вступление, нежно касаясь, сразу сначала. Это большое мастерство. Обратите внимание, очень часто Димаш в какие-то моменты своего выступления снимает один из мониторов, которые у него находятся в ухе. Для чего это делается? Когда два монитора вставлены в ухо, ты слышишь, в принципе, только одну часть, то, что тебе передают. Когда ты снимаешь один из наушников, ты одновременно слышишь и монитор, что тебе передает профессиональный звукорежиссер, и ты также способен себя контролировать вне зависимости от того, что тебе передают. Это часто делают профессионалы, а Димаш это делает очень часто для наиболее полного контроля над своим голосом и над тем, как он звучит. И вот здесь я остановлюсь по двум причинам. Итак, давайте мы с вами определим тональность, в которой поет Димаш. Для этого я воспользуюсь камертоном. Димаш только что у нас с вами, да, это си минор, хамоль. И Димаш только что взял двухоктавный переход между нижним регистром и верхним, взял его бесшовно, взял его очень и очень хорошо, микстуя нижний регистр, средний и верхний. А вот эта женщина, которая сейчас вот так вот реагирует, вы увидите, и дальше она будет реагировать на выступление Димаша, это у нас та исполнительница, которая заняла первое место. Это Сэнди Лэм. И она, как прекраснейшая вокалистка и исполнительница, конечно же, сразу поняла уровень Димаша. Кстати, как вам кажется, сколько ей лет? Напишите в комментариях, а я вам подскажу чуть позже. Прекрасная фальцетная техника с легким стаккато. Мягко, оперто. Вот это вот прекрасное мягкое вибрато передает уровень страдания главного исполнителя этой арии в оригинале, поскольку он оплакивает любимую, которая погибла. И вот из пиано, которое Димаш повторил 2 раза, он переходит на меццо-форте. Но поскольку динамический диапазон начинался с пианиссимо и перешел к пиано, то меццо-форте уже звучит достаточно громко. И уже на контрасте Димаш показывает силу своего голоса. А настоящую эту силу узнают чуть-чуть позже. Je te jure qu'au fond d'une vie, avec
Динамическое развитие идет. И вот это уже, вот как раз мы застали Арая, который в радостном шоке ликует. Вот, как, кстати, весь зал, вы это увидите. Кстати, очень приятно наблюдать за залом. Зал-то очень положительный, контактный. 500 человек, которые набрали, они имеют отношение к музыке, к искусству, они способны это оценить. И они, как вот вы увидите сами, очень-очень контактные. Димаш сейчас берет ноточку фа диез второй октавы, берет на очень опертом дыхании, микстом. Причем, опять, вы можете замечать бесшовность его переходов, что является квалификацией, очень высокой квалификацией вокалисту. Да? Димаш это делает прекрасно, и это вызывает восторг в зале. А в зале, как я вам подчеркиваю, люди понимают толк в искусстве. Да, Сэнди понимает. Это убийственный переход. Не случайно многие западные обозреватели называют Димаша вокальным киллером. То есть, если человек профессионален, то он способен оценить вот такой вот потрясающий переход наверх. Только что Димаш дотронулся до ноточки ми, 3-й октавы, сделал это прекраснейшим фальцетом. Я специально ознакомился с антологией его выступлений с этой песней, начиная с 2012 года, где еще совсем молодой Димаш с недооформившимся голосом, да, у юношей голос проходит стадию мутации, и потом еще нужно определенное время на адаптацию. Димаш останавливался и в 2012 году, и даже еще в 2016 году на ноточке до диез и не шел выше. Так вот, за один год с 16 по 17 он смог освоить этот переход. Это очень сложный переход. Это переход совсем в головной регистр. Это переход на уровень колоратурного сопрано, который Димаш делает прекрасно. Оперто, мягко. И вы нигде не замечаете никаких кликов, никакого хрипа, никаких вокальных дефектов. Более того, Димаш настолько чисто интонирует, что я могу, пожалуй, утверждать, что он абсолютник. Абсолютник на нашем музыкальном профессиональном жаргоне означает человека, обладающего абсолютным музыкальным слухом. Заметьте, насколько чисты все переходы, интонационно выверены. Это очень большое искусство. Видите это вибрато? Чувствуете, слышите? Почувствуйте даже душой. Это плач. Умение вокалиста, исполнителя передать суть произведения, передать богатство эмоций, в данном случае плача, это еще одно искусство. Искусство музыкального и эмоционального проникновения в суть произведения. И это ретранслировать в зал. Зал, конечно же, поскольку, еще раз говорю, он понимающий и чувствующий, и открытый, вы увидите там эмоции, которые вызвал Димаш. Кстати, не только в зале такие эмоции. Поверьте, первый раз, когда я слушал, тяжело было сдерживаться. А вот и люди плачут. И подготовка к кульминации.
Начинаем с нижнего реки. Мощнейший микс. Микс на вылет. Белтинг. Выражение этого бэк-вокалиста чуть-чуть остановлю, ибо нужно немножко сказать. Ну, во-первых, выражение бэк-вокалиста, его лица, наверное, может стать мемом музыкальным, или, по крайней мере, среди нас, потому что первая реакция многих музыкантов, включая меня, она была исключительно такая. Вот, наверное, я себя не видел со стороны, но, поверьте, наверное, недалеко ушел от бэк-вокалиста, потому что это состояние шока, да. Все, что делал Димаш, динамически крайне выверено, да, начинается с пианиссимо, пиано, меццо-форте, и вот мы подошли к кульминации, где Димаш уже поет форте и близко к фортиссимо, да, то есть очень мощным звуком, но он это делает настолько оперто, настолько красиво, бесшовно, микс там высочайшие ноты берет прекрасно и переходит на фальцет с филитурами спуска вниз. Потрясающе, просто потрясающе, на английском astonishing. И язык тела, о котором мы тоже с вами сейчас чуть-чуть поговорим. Сколько ей лет, как вы думаете, Сэнди Лэм, вы, может, написали, может, нет, но ей 51 год. И она победила на этом конкурсе для 51 года. Она не просто прекрасно выглядит, она не просто красивая женщина, красавица, на мой взгляд. Она прекрасная вокалистка. Очень рекомендую вам найти в интернете ее выступление на этом конкурсе. Я постараюсь, может быть, даже оставить вам ссылочку внизу. Она прекрасная исполнительница. Ну и, конечно же, все конкурсанты по достоинству оценили Димаша. А язык тела у Димаша сейчас был? Да, зал рукоплещет. Молодчина. Слов нет. Точнее, они есть, но они в превосходной степени. Видите, как многие реагируют, улыбаются, довольны. Thank you very much, маэстро. Thank you very much. Позвольте, остановлю. Мы с вами начали говорить об языке тела. У Димаша язык тела очень понятен. Он помогает себе. Это психофизическая настройка, да, когда тело, оно твой друг, оно тебе помогает исполнять. И когда в конце Димаш ставит вот это мягкое окончание, он в данном случае себя настраивает на мягкое поставление точки, на мягкое завершение того, что он сделал. И то, что Димаш в конце контактно благодарит публику, публика взрывается, ну, это нормально, это естественно, так должно быть. А вот Димаш еще благодарит оркестрантов, маэстро. Очень редкий жест среди музыкантов, когда это делается особенно искренне. Вот. И сказать хотя бы одно слово на родном языке для публики – это тоже очень правильный жест со стороны Димаша. Это очень здорово. Ну и обратите внимание на лица, которые заснял сейчас оператор, лица конкурсантов. Вы не увидите сумрачных лиц, напряженных, завистливых. Димаш отмечал сам, что очень была открытая атмосфера, очень контактные, доброжелательные исполнители. Для меня это большая редкость. То есть настолько дух какой-то взаимосотрудничества, помощи, сопереживания, причем положительный.
Это очень хороший настрой. И поверьте, такой настрой позволяет всем музыкантам преодолеть те и психологические, и вокальные сложности, которые они встречают. Ну и, конечно же, публика. Ну вот. Арай и Димаш. 谢谢迪玛希，真的太厉害了，太不可思议了。这让我想到了经典新升级，原产地有机，还有迪玛希。 Конечно, аплодисменты Димашу. Великолепно. Oh my god. Что-то сейчас Арай сказал Димашу. Я, к сожалению, не владею казахским и был бы очень признателен, если бы наши дорогие друзья, наши братья и сестры из Казахстана помогли бы мне перевести последние слова, которые сказал Арай Димашу. Я был бы вам очень признателен. А сейчас позвольте я суммирую то, что мы с вами услышали. Ну, уже можете отстегиваться, мы вернулись в наше время из 17-го года. Ну, первое. Это шок. Вот тот мем, который я сейчас постараюсь вывести на экран бэк-вокалиста, это, ну, это, пожалуй, то, что остается до сих пор со многими музыкантами-профессионалами, которые слушают выступления Димаша. Но это шок. С вокальной точки зрения, друзья, я не знаю аналогов такого выступления. Я не знаю никого, кто бы так бесшовно, хорошо, с музыкальной и постановочной точки зрения делал это безупречно. С perfect pitch, с абсолютным слухом, да, то есть у меня нет никаких претензий к интонации Димаша, вообще никаких. У меня вообще к нему нет претензий. На мой взгляд, это эталонные выступления, которыми можно гордиться. И Димаш сделал большую-большую проблему всем последующим поколениям вокалистов, которые работают в жанре кроссовера. Он настолько сразу вот этим выступлением, незнакомый, молодой исполнитель, певец из Казахстана, он настолько поднял высоко планку, что ее достичь уже будет достижением и знаком квалификации вокалиста, исполнителя. А сделать что-то еще больше, я сильно сомневаюсь. Мне кажется, это на пределе человеческих возможностей. Для меня также является лично, скажем так, большой гордостью, что Димаш – это продолжатель музыкальной традиции. Он потомственный музыкант, он сын музыкантов. Я хотел бы передать от себя низкий поклон его родителям за то, что они воспитали настоящего музыканта. Я сам потомственный музыкант, и мне это очень близко и понятно. И я крайне рад, что эстафета первенства, которое на постсоветском пространстве когда-то занимала, на мой взгляд, Россия, сейчас эстафета музыкального первенства, мне так кажется, глядя на прекрасных молодых музыкантов и исполнителей из Казахстана, эстафета переходит в Казахстан. И держать ее будет Димаш, Сундет, Байгожин. Я, кстати, делал обзор и на их дуэт, вот постараюсь ссылочку здесь разместить. Вот. С точки зрения, как я сказал, вокальной и драматургии нет никаких претензий. Костюм Димаша темный, соответствует очень грустному тону самой арии, грустному смыслу. Димаш, перелетев из Казахстана в Китай, сохранил всю палитру краски своего голоса. Он большой профессионал. Он смог отстоять свой вариант аранжировки, свое видение. И это оказалось победным, потому что только так нужно продвигаться вперед. Если ты стоящий музыкант, если ты грамотный музыкант, ты имеешь право на свою точку зрения, особенно если она обоснована. И если вам понравился мой обзор и вы хотите увидеть дальше, то поставьте лайк. Напишите несколько слов. Может быть, я сделал плохо, может, вам не понравилось.
Я всегда готов к улучшениям и конструктивной критике. А если понравилось, подпишитесь. Поделитесь этим видео, если считаете его достойным и что оно может послужить к продвижению, чтобы о Димаше узнало больше и больше людей, потому что я считаю, что такой уникальный певец достоин высших наград от нас, как музыкантов, да и просто от людей. И сейчас я тихонько сойду с экрана, пожелав вам крепчайшего здоровья, многих и благих лет жизни, вам, вашим семьям, пережить этот сложный период, в котором мы сейчас все находимся. Ну, мы простые достаточно люди, да? А вот, чтобы ваши близкие всегда были рядом с вами, чтобы радовали вас, чтобы преемственность поколений, преемственность наших взаимоотношений не прекращалась. И я вам сейчас поставлю тот самый маленький бонус, который я нашел в интернете и посчитал правильным его поставить. Это прекрасное исполнение вместе с народом этой песни SOS. Вы можете, даже если знаете слова, вместе с залом немножко подпеть караоке. А я прощаюсь с вами. До новых и скорых встреч. Искренне ваш. Together.